Всем привет! Сегодня я хочу заняться тем, чем очень давно планировала заняться, планировала как-нибудь это сделать. Давно мне не нравилось то, что происходит у меня в запасах с основой для вышивки, и я хочу навести здесь порядок. Я пока не до конца понимаю, как это будет происходить, но для начала я хочу всю основу разложить по категориям, а основы у меня много. Сейчас вы видите перед собой, это моя последняя как раз покупочка вот из того, что это набор вот такой вот основы был у меня из Home дома. Но это вот только одна покупочка. А сколько же у меня основы всего? Ну что же, это выглядит вот как-то так. Вроде бы я все собрала. Знаете, что обидно? Нашла очень нужную вещь, но мне кажется, я упустила возможность ей воспользоваться. Я нашла обратную сторону для подушки от черевницы. И мне кажется, это была бы идеальная обратная сторона для моего братства, которое я недавно шила и мучилась, вшивала замочек, а вот такая прикольная обратная сторона, оказывается, у меня была. Просто все другие обратные стороны, которые у меня есть, лежат немножко в другом месте, а вот эта она оказалась среди основ. Ну что ж, жаль, но я думаю, что я ее еще куда-нибудь пристрою. Вот вы можете видеть весь мой запас основы для вышивки. Как-то на столе вроде это выглядит и не так уж критично. Много, конечно, но по моим ощущениям как-то это бы выглядело еще страшнее. Есть здесь у меня нестандартные основы. Это, например, вот такие полотенчики. Кстати, да, надо тоже как-то ими озадачиться и придумать, что на них вышить и пользоваться. Полотенчики-то хорошие, между прочим. И вот здесь тоже кухонные полотенчики можно сделать такие симпатичные. Так что про них я тоже подзабыла. Но это такая другая, конечно, история. Это нужно отдельно подумать, какие сюжеты на них вышить. Еще из такого нестандартного у меня есть такие вот ленты. Очень классные. На вот этих я, на вот этой вышивала Санд от Лори Бирмингем. Очень классно они сюда вписываются. На вот этой зелененькой ничего не вышивала, но она очень красивая. Такая прям новогодняя. То есть сюда прям что-то новогоднее просится, на мой взгляд. Зелененькая такая красивая. Ну и есть такая вот еще маленькая тоже узенькая полосочка. По-моему, это вот от гаммы. Такая основа. Мелкая, 18-й каунт, прям точно. Вот, такое чувство, что даже мельче. Вот, это из такого нестандартного. Все остальное это равномерка, всякая разная. То есть здесь и хлопок, и лен, и мелкий каунт, и крупный каунт. И немножко есть аиды. Есть аида из каких-то наборов я доставала. Есть, в общем, какая-то, может быть, и купленная. В общем, вот такой у меня масштаб бедствий. И нужно все это привести в порядок. Что я планирую делать? Для начала я хочу разложить эти основы по цветам и по каунту. То есть, например, 32-й каунт голубой отдельно, 27-й, 27-й, 28-й я объединю, конечно, 27-й, 28-й каунт голубой отдельно и так далее. Там белый тоже, соответственно, разного каунта разложу. А потом я уже подумаю, как мне будет удобнее их сгруппировать, если нужно будет что-то группировать. Надеюсь, я понятно свою мысль изложила. Ну что ж, приступим. Итак, что у меня получается? Значит, в первую очередь я отделила такие нестандартные для меня категории. Это аида, вот вся моя аида, больше нету. Это вот, например, из набора какого-то недавнего. Гортензий отовно, может быть. Вот есть какая-то беленькая аида, вот Свайгард 16-я, тоже из какого-то набора. Ну, в общем, в основном это из наборов. Но есть и покупная. Вот эту, например, я покупала когда-то давно-давно. Наверное, один из первых отрезов, купленных мною. Вот, есть у меня такая голубенькая, есть у меня вот такая еще штука. Это я экспериментировала с окрашиванием. Ну, именно, да.
красила, раскрашивала вот именно основу. Видите, что-то такое космическое получилось. Может быть, даже когда-нибудь что-нибудь здесь вышью. Ну и, в общем, вот, немножечко у меня есть Аида, и ее я положу отдельно. Также отдельная категория – это пластиковая основа. Я сейчас редко вышиваю на пластике, но такое бывает. В основном, конечно же, у меня здесь прозрачная, но есть, как видите, коричневая, оранжевая, синенькая, по-моему, там есть. И сюда же я положила один у меня такой вот кусочек водорастворимой основы и вот такой вот большой, такой же квадрат за ним лежит. Это перфорированная бумага Милхил, тоже из набора, которую я заменяла. Поэтому положила ее тоже сюда же. Пусть будет, может быть, когда-нибудь пригодится. И вот эти вот 3 стопочки, это тоже нестандартные основы. Вот эта самая большая стопка, это 25-й каунт. 25-й каунт основы. Вот сколько ее у меня. Откуда, спросите вы, возможно, у меня столько, не самой ходовой основы. Во-первых, я много тестировала основу, то есть пробовала, в принципе, разную. Еще во времена, когда мы сотрудничали с миром вышивки, как раз было интересно попробовать, как там выглядит одна, другая, третья основы. Поэтому что-то оттуда, что-то я покупала под свои проекты в технике Хардангер, потому что на 25-м каунте Хардангер очень даже хорошо вышивать. Если это не что-то прям такое миниатюрно-ажурное, то на 25-м каунте Хардангер получается классно. Вот, поэтому у меня вот такой вот зелененький цвет, как раз, по-моему, под Хардангер тоже брала. Вот на этом оранжевом тоже вышивала, делала Хардангер. 25-й каунт Фейнфлоба у меня лежит, на ней будет подушка какая-нибудь, круто смотреться. Сюда же я положила сетку от Goblin Set, у меня есть без разметки, и с разметкой это я вытаскивала из набора, там меняла на сетку без разметки. Вот, может быть, тоже когда-нибудь решу что-то вышить гобеленом, воспользуюсь ими. Вот, это я не помню, откуда у меня основа. В общем, 25-го каунта вот у меня еще есть такие основы. Вот от Хобианы покупала набор турецкой равномерки. Тоже думаю, что можно на ней вышить что-то, например, подушку или что-то такое. Вот, 25-й каунт я решила не разбирать как-то по цветам, просто положить отдельно, потому что если я решусь на вышивку на 25-м каунте, это именно будет значить, что мне, скорее всего, именно этот каунт и нужен. Я уже буду смотреть тогда сюда. Плюс к этому есть еще у меня вот такие основы. Это 20-й каунт, вот есть Жасмин, как правильно ее назвать, есть вот такого цвета основа, это я красила, марганцовка, по-моему, я экспериментировала, красила, вот такая вот странненькая она, тоже что-то на ней можно такое вот крупненькое вышивать. Вот эти 2 основы, вот это и вот это равномерки 18-го каунта. Когда говоришь 18-й каунт, все сразу представляют Аиду, потому что равномерка 18-го каунта звучит непривычно, но это именно равномерка. Именно 18-го каунта. То есть, видите, такая очень крупная равномерка. Я на ней тоже пробовала, вышивала. Можно посмотреть, кстати, у меня есть видео, 2, по-моему, у меня видео про тестирование равномерки, про сравнение там что-то. Одна есть про Убелхор, там, то есть, конкретно эти основы. И вот это там тоже есть, потому что это Убелхор. И есть еще там про разные равномерки отдельное видео. То есть это, если вы хотите, в принципе, разобраться в каких-то равномерках, посмотреть, какая как выглядит, там вот можно это сделать подробно. Постараюсь ссылочки оставить под видео, вдруг кому-то интересно. Значит, вот такая 18-го каунта, и вот это тоже 18-й каунт, такая же крупная равномерка. Вот на ней я ничего не пробовала, не вышивала. Нет, я ее тоже тестировала. Видите, я как минимум тестировала вот таким способом. На некоторых основах я вышивала какие-нибудь сюжеты. Так, и вот такая еще у меня основа. Это тоже Убельхор, Мария Люрикс, 20-й каунт. Вот такая вот она нарядненькая, блестящая, с люрексом, соответственно. На ней я вышивала кубик, меняла основу как-то. В общем, тоже решила положить ее отдельно, потому что таких основ все-таки у меня немного. И обратная сторона Луны – это основы очень мелкие. То есть вот это основы крупные,
не так часто я ими пользуюсь. И вот это основы крайне мелкие, ими я тоже пользуюсь редко. Решила отложить их отдельно. Это 35 и 36 каунт. Это у меня вот Эдинбург, на нем я вышивала ромашки от Юлии до, и как-то мне было сложновато. Вот такая у меня флоба 35 каунта. Здесь только тестовые крестики, тоже плотненькая очень. Боюсь, что тяжело мне на ней будет. И Лейнен. Лейнен у меня есть такой вот белый и чуть желтоватый оттенок. Их я брала под лонгдоги. Вот, собственно, у меня, видимо, это то, что от них осталось, от тех отрезов. Ну, тоже, в общем-то, не самая часто используемая мной основа. То есть вот эти основы я отложу, ну, вот такими стопочками. Далее я отложила белую основу, и здесь вот я ее поделила на 27-28 каунт и 32. Здесь, как вы видите, 28-27 у меня побольше. Правда, здесь есть такая вот история, как основа Линда от Гаммы. И это кусочек, пакетик. И вот второй. Видите, она отличается по цвету, светлее, темнее. Вот. Это такие не очень крупные отрезы. Вот написано, правда, не менее 40 на 20. Ну, то есть, возможно, и крупные. И тот, и другой это цвет белый. Второй сорт. Это я когда-то давно купила по случаю. Ну, тогда думала, какая разница, на какой равномерке вышивать. Сейчас я понимаю, что разница все-таки есть. И к этой основе у меня руки-то не сильно тянутся. Но, тем не менее, там, ту же подушку какую-нибудь или что-то такое, где неважно, если вдруг работа поведет в одну сторону, то есть равномерка от Гаммы, она может оказаться не очень равномерной, в смысле, что вышивка 10 на 10 будет не квадратной, а немножко прямоугольной. Вот этот момент нужно учитывать, а так, в принципе, ну, нормальная равномерка, пользоваться ей можно. Поэтому вот здесь у меня такой большой запас. Смотрите, какую прелесть нашла. Это я тестовые конфетки вышивала. Новогодний у меня был проект с елочкой. Вот, если интересно, можете посмотреть, ссылочку тоже постараюсь оставить. Вдруг захотите елочку вышить, хотя сейчас не сезон. Ну и здесь у меня 32 каунт, то есть тоже белые оттенки. Ну, здесь есть цвет немножечко тоже какой-нибудь экрю типа. Еще основа, которой у меня довольно-таки много, это какие-то такие бежево-коричневатые оттеночки. То есть не темные, а вот именно такие нейтральные, натуральные, вот что-то такое. Я хотела сначала вот такого типа основу отложить отдельно, но потом решила, что все-таки я их объединю. То есть вот такая у меня всякая основа рустикального типа. Тут, например, флоба тоже есть, лукон и что-то, по-моему, тоже от Убельхор есть, лен. Ну, в общем, такие. И тоже у меня здесь 32 каунт и 27-28 отдельно. Вот такие получились стопочки. Здесь как-то вот в основном такие с сероватым оттенком по большей части, а здесь они больше уходят в теплые тона. Так вот сложилось. Вот здесь есть некоторые тоже какие-то окрашенные. Вот тоже что-то я красила. Даже не помню уже чем и как. Вот такие тоже оттеночки всякие разные и в крапинку, в смысле сплэш, я тоже сюда же положила, не стала отдельно складывать какие-то винтажные основы, подумала, пусть они лежат вместе со своими собратьями по цвету. Тоже получились две довольно большие стопочки. Это вот тех основ, которых у меня много. Ну, в общем-то, это ожидаемо, что белые и какие-нибудь такие бежево-натуральные тона это самые, наверное, используемые в целом вышивки. Поэтому у меня их больше всего запаслась. Ну, а дальше все сложнее, потому что оказалось, что распределить некоторые основы по цвету задачка не из простых. Потому что вот здесь, например, я выбирала серые основы. Ну, и они очень разные. Они очень разные. Есть какие-то, вот это прям серые. Вот прекрасно. На это как бы можно было и ориентироваться. Есть вот такой вот очень светло-серый.
Винтажный сюда же я положила, тоже светло-серый. Но есть, например, вот такой. Он вообще, я думала, может его к зеленому отнести. Но, в общем-то, и с зелеными он странно смотрится. Вот этот тоже. Или этот к голубому, этот к зеленому. Вот так я хотела отнести, но в итоге я их решила положить к серым. Потому что они такие вот бледненькие, и, может быть, если я буду выбирать какую-то серую основу, склонюсь к какой-нибудь из них. Здесь уже основ у меня не так много, тоже вот я их поделила 28 и 32, но так как их здесь не такое большое количество, я думаю, что они у меня пойдут одной стопочкой, то есть я их куда-то просто отдельно вот все серенькие сложу. И такая же история будет, вероятно, с голубыми. Голубых у меня тоже, здесь они есть темно-голубые, есть светло-голубые, есть вот такой вот тоже ручного окрашивания голубой, вот такой желто-голубой, такой странноватенький немножко цвет. Вот, есть тут у меня и Ева, и, ну, в смысле Юбельхор и Цвайгард, разные основы. Ну, вот эти тоже, кстати, вопросики по ним. Они скорее к голубым относятся или к серому? Вот это, наверное, к голубому, это к серому, хотя тоже здесь сложно сказать, но решила я их, пусть они у меня будут называться голубыми. Помимо этого есть еще и другие основы у меня, которые я отложила, ну, как бы немножко отдельно. Это синие, темно-синие основы, и я решила, пусть лежат отдельно. Вообще у меня очень много оказалось всяких прикольных основ. Например, у меня есть Меран или Миран, как его там правильно называть, не знаю. В двух оттенках он у меня есть, вот такой вот темно-синий, и еще какой-то зеленоватый, по-моему, тоже есть. И вот всякие тут и сплэш, у меня, в общем, всякие разные есть основы. Надеюсь, что под них подберутся какие-нибудь сюжеты. Но возможно, что вот эти все стопочки я положу как-нибудь вместе. Ну и теперь другие цвета. Есть у меня немножко таких вот всяких сиреневых. Вот это тоже к сиреневому отнесла. Он такой, ну, такой пыльно-сиреневый какой-то. Или пыльно-фиолетовый. Не знаю, томоника такого интересного цвета. Есть вот такие нежненькие сиреневые. Вот такой тоже лавандовый цвет. Есть более яркий. И вот здесь я собрала коричневый, красный, бордовый. Ну, прям красных. Красный это, наверное, вот этот, можно сказать, Ruby Wine. И вот такие здесь розовые тоже положила сюда же. Вот. Ну и... вот такой еще есть. Это я красила для того, чтобы вышить тыкву с совами от Jasnen. Хотела получить оранжевый цвет, получила розовый, но тыква вроде удалась. И вот такие основы здесь у меня. Тоже думаю, что вообще их объединю, и когда мне нужно будут какие-то прям цветные основы, буду заглядывать просто вот в эту папочку, мешочек. Я сейчас еще пока не определилась, как это будет. Сюда же, вероятно, положу и зеленые оттенки. Зеленые тоже, видите, у меня прям такие разные есть. Тоже, да, не поймешь, какой цвет. То ли он зеленоватый, то ли он скорее серый, то ли он какой-то морской волны. В общем, сложно сказать. И вот такой вот темно-яркий, такой зеленый есть. Вот. Да, и еще парочка кусочков у меня есть черный. Это черный Белфаст и черная Линда. Но черного мне немного, а много мне, наверное, и не надо. В общем, вот я разложила по стопочкам, по категориям. Какие-то, вот, например, красно-коричневые я не стала разделять по каунту. То есть я отдельно отложила все вот 25-й каунт, 20-й, а 20, начиная с 28 по 32, они у меня остались вот здесь. То есть зеленые, сиреневые, красно-коричневые и так далее. Я думала, как это все организовать. Можно, конечно, самый простой способ – это положить вот в отдельные какие-нибудь пакетики. Большие и желательно прозрачные, чтобы было видно, что там есть. Удобно это тем, что занимает мало места. Нравится, конечно, мне идея с папочками. Знаете, вот эти папочки, такие большие папки на кольцах, точнее говоря. Берем основу, складываем ее в отдельный файлик, вкладываем, значит, это все в папочку. Все это классно, красиво, но занимает места больше. У меня не так много места, поэтому я решила попробовать и взять вот такие вот папки, которые на резиночках. Я пока не знаю,
ничего сказать не могу, сейчас буду пробовать. Вот, здесь вот толщина не очень большая, то есть максимально, ну вот сколько получается, наверное, сантиметра 3 примерно. Толщина может быть у этой папочки. Они бывают разной толщины, то есть потолще, есть поменьше, потоньше. Так, это мне кажется немножко потоньше, поуже, а вот это пошире вроде бы. Ну, в общем, вот они вот такого разной толщины, но все одинакового размера, папки под А4 на резинке. Я взяла пока вот 3 их, и сейчас я попробую в них что-то сложить. Если мне понравится, то я подумаю, сколько мне еще таких папочек надо, и закажу еще. Если мне не понравится, значит мешочки. Ну, что сказать вам про папки? Я не очень довольна. Видите, как получается? То есть, ну, вроде бы держится, ну, так не очень аккуратно выглядит. То есть, наверное, если бы положить чуть-чуть поменьше, было бы поаккуратнее, хотя тоже спорно. Это происходит из-за того, что все-таки у нас нестандартные листы А4 размера, да, а основы, они сложены по-разному, какая-то занимает меньше места, но потолще, какая-то наоборот, и как-то их так уложить в папку, чтобы они очень ровненько все лежали, ну, как бы лежат-то они ровно, да, но вот получается все равно вот так. То есть вот, например, это выглядит вот таким образом. Здесь у меня цветные основы я положила. Получается, что папочка, ну, не так, чтобы сильно красиво выглядит. Если взять, ну, вот это вот здесь у меня серые основы сюда я положила, но эти еще две как-то более-менее. Но вот эта папка, она на самом деле самая толстенькая, и я сюда положила, соответственно, ее толщине чуть-чуть больше. Вот если эти, у них такой хороший запах и все это держится нормально, то вот здесь она норовит разъехаться, и так как здесь вот это вот с этой стороны запах небольшой, то, соответственно, она норовит открыться. Сюда я положила голубые основы и синие, и вот едва-едва как бы она держится. Поэтому я решила, что все-таки не самый лучший для меня вариант. Я ограничена в пространстве, мне нужно все это сложить в ящик комода. Все мои основы, собственно, там и лежали, и я планирую их обратно туда сложить, только теперь уже рассортированные. Поэтому я буду все-таки пользоваться обычными мешочками. То есть вот, например, сюда вот я положила основы 20 и 18 каунта, вот так вот они лежат. Можно это, конечно, подписать, то есть еще, ну, мне, в общем-то, и так понятно, я вижу, что 20 каунт вот здесь у меня подписана основа сверху. Вот сюда я сложила, допустим, бежевые основы 32 каунта, да, мешочек. 25 каунт, тоже отдельный пакетик. Можно, конечно, вот сюда, например, я сложила основы бежевые всякие 28-27 каунта. Здесь у меня есть такой зип-застежки пакет. Вот единственное, может быть, я приобрету себе все-таки пакеты какие-то довольно большие, чтобы были и зип-застежкой, чтобы они не выскальзывали, да, из пакета, когда я их там перекладываю, достаю, например, что-то. Вот, наверное, это будет для меня самый удобный формат. Так что рассортирую по пакетикам, и на этом все. Ну что ж, вот такой порядок у меня получился. Может быть, не так уж красиво, зато для меня это удобно, наглядно и занимает минимум места. Вот сейчас все это переложу в ящик комода и буду пользоваться. Зато я буду знать, что достала вот этот пакетик, здесь у меня лежит 35 каунт, достала вот этот пакетик, здесь у меня лежат основы сиреневые, вот здесь у меня лежат голубые, и сразу, кстати, это видно. В папках это было еще нужно либо подписать, либо запоминать. Поэтому, ну, вероятно, мой вариант вот такой. Не знаю, насколько это видео было для вас полезным, поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Я просто пыталась навести порядок в своих основах, сделать это так, чтобы было удобно и комфортно этим пользоваться для меня. И если вам это понравилось, то напишите, пожалуйста, мне будет приятно. Значит, не зря я снимала это видео. И на сегодня это все. Увидимся с вами в следующих видео. Всего вам самого доброго. Пока-пока.